Привет, друзья! У нас сегодня рабочий день номер 118, и речь сегодня пойдет о желтизне после протечек. Но не столько о способах удаления желтизны, сколько о предотвращении повторного проявления этой желтизны, поскольку убрать желтизну можно довольно-таки просто. Об этом чуть позже. Сначала такие моменты. Я никогда раньше не пользовался изолирующим грунтом ввиду его дороговизны. Это абсолютно недешевые материалы. И мой выбор на данный момент основан на безоговорочном доверии европейскому производителю. То есть, если в технической документации сказано, вот это будет работать так, я уверен, это будет так работать. Если это произведено в Германии, во Франции, в Великобритании, да, это будет так работать. Другими словами, у меня нет истории наблюдений поверхностей, которые были бы обработаны изолирующим грунтом. Там год, 2 года, чтобы посмотреть, работает ли это действительно так. Но так как эти потолки 80 квадратных метров, мы вложили сюда огромное количество времени, сил, ресурсов, мы должны предпринять попытку их защитить. И мы ее предпримем. Возвращаемся к желтизне. Да, убрать просто вот с глаз долой, убрать желтизну один раз, это довольно-таки просто. Но никоим образом это не значит, что эта желтизна обратно не вернется. Следующая протечка или просто повышение влажности воздуха, для Санкт-Петербурга это вообще нормально тогда, и она снова с нами, она снова выходит. Вкратце пробежимся по способам удаления желтизны протечек. Способы могут быть радикальными, а он только один, радикальный способ, и нерадикальными. Радикальный способ, естественно, сбить штукатурку, просто сбить до основания. Бетон, там, кирпич, дерево, доска, неважно, просто снести всю штукатурку, которая накопила в себе вот эту грязь, ржавчину возможную, вот эту вот желтизну древесины, снести ее и положить новый слой штукатурки. Понятное дело, в большинстве случаев таким способом поступать не получится. Вы живете, и вас просто там залило сверху, соседи залили, а вы вчера сделали ремонт. Вот прям вчера закончили. Что делать? Сносить все? Нет. Ну как так? Нет, не получится. Значит, надо нерадикальными способами действовать. Стандартный способ нерадикальный – это хлор. Любое хлорсодержащее. Стандарт – это белизна. Дезинфицирующее, хлорсодержащее средство. Белизна продается в любом магазине. Промакиваем или обрабатываем кистью, неважно. Результат будет достигнут. Не за раз, значит за 2 раза. Не за 2 раза, за 10 раз точно вы уберете всю желтизну. Ну там все побелеет, придется перекрашивать, но понятное дело. Купорос. Такой древний известный способ. Медный купорос. Закрыть это пленкой медного купороса. Тоже работает. Не всегда точно, но работает. Это как с динозавром на улице встретить, да, 50 на 50. Оно работает, а потом не работает. Способ с медным купоросом назвать стопроцентным таким работающим способом нет, мы не можем. Есть вариант, если у вас известковая побелка, убрать известковую побелку, то есть чистить ее щеткой и заново побелить. Известь, в принципе, работает, она выбеляет, то есть она работает против желтизны. Еще есть такой хитрый способ, не удаляя штукатурку, добраться до штукатурки, снести там обои, убрать там, либо краску, неважно, дойти до штукатурки. Дальше на вот это пятно желтое нанести известь, побелить известью, дать высохнуть, потом механически ее счистить, она выбелит под собой там. И уже потом дальше можно там шпаклевать, красить, что угодно. Вот такой способ. Промежуточно нанес известь, подождал, убрал, посмотрел, удовлетворяет. Грунтуем и работаем дальше. Это один из вариантов. Но это все временные варианты. Гарантии, стопроцентной гарантии, что пятно не выйдет обратно к нам, нет. Таких гарантий нет. В общем, много есть способов в интернете, пока он у нас еще есть, этот интернет и YouTube, там грозятся закрыть нам все. Но сейчас в интернете можно найти еще больше способов по устранению пятен, протечек. Есть еще один способ, который можно отнести к радикальным способам, но я бы его отнес скорее к радикально-вандальным. Это покрыть поверхность не паропроницаемой пленкой. Масляная краска, эмаль,
эмаль это лак и пигменты, да, в основе. Алкидный грунт по типу отекса, тикурилы. Они прекрасно с этим справятся и будут справляться некоторое время. Я думаю, что многие видели результат через несколько лет, как это выглядит. Хлопья краски. Трещина и хлопья краски. Естественно, да, имеет место перераспределение влаги в толще штукатурки. И если влага откуда-то туда приходит, она обратно туда не хочет выйти, она хочет выйти везде, куда только ей вздумается. И вот вы покрыли каким-то плотным слоем, да, есть у нас плотная пленка, где-то прошла трещинка, либо она была там трещинка, и влага пытается выдавить. И в конце концов ей это удастся. Водичка дырочку найдет, да, и произойдет разрыв слоя, и привет лопухи такие, хлопья, лопухи, краски в разные стороны. А почему вандальным? Почему я употребил слово вандальным? Потому что по отношению к тому же гипсу, к той же известковой штукатурке, если такое воздействие влаги будет продолжительным, если будет высокая температура, там будет, естественно, осуществляться такое некое отпаривание, припаривание, при котором разрушаться будет верхний слой, собственно, деталей, ну или поверхности. Я думаю, такое тоже кое-кто мог видеть, когда старый карниз покрашен сверху по мелу, там, например, масляной краской, и так лет через 10-15, когда начинаешь эту краску удалять, у тебя просто осыпается этот карниз, он отпарился там внутри. Вода действовала на него разрушительно. Поэтому я такой способ не приемлю, мне он не нравится. А нравится мне сама идея использовать паропроницаемый материал. Сделать паропроницаемую пленку, которая не будет пропускать желтизну, но которая сможет в это время, в кавычках, дышать, выпускать влагу и впускать ее. Да, рынок предлагает нам такие материалы. Так мы плавно перейдем сейчас в настенную живопись, и я расскажу то, чего мне удалось разузнать. Какие производители, какие материалы есть. Это чисто информативный ролик. То есть я не рекламирую никакой продукт и не сообщаю вам способ действия. Я что-то узнал, и я хочу поделиться. Изолирующий грунт. Это такой специальный грунт, который предотвращает проявление пятен протечек, жировых пятен, пятен никотина, каких-то следов пожара и так далее и тому подобное. То есть убирает видимые проявления. Из штукатурного слоя это все никуда не девается, но мы его не видим. Вот такая функция у такого рода материалов. Так, наскальная живопись. Я буду записывать для своего, наверное, удобства. А в описании к видео, естественно, я все продублирую. Читайте описание, там будет все это в удобном виде. Итак, я связывался с технологами разных производителей, европейских производителей, и вот что мне удалось разузнать. Итак, я начал с Akzo Nobel Dulux. Dulux, у них есть Stain Block Primer. Вот он, Dulux Stain Block Primer. Так вот, Dulux Stain Block Primer нам не годится, он не паропроницаем. И вообще все материалы Dulux не могут служить паропроницаемым изолирующим грунтом. Минус. Ставим ему минус, не работает, не хотит. Капарол. Сейчас напишем. Капарол. У Капарол, когда я с ними связывался несколько месяцев назад, они говорили, у нас нет. Но почему-то пару дней назад я нашел все-таки грунт, который у них как бы есть паропроницаемый. Может, не через официального дилера. Два грунта есть у Капарол. Один со смешным названием на русском языке, который не паропроницаемый. Это фильтр грунт Гроб. Вот такой вот. Он не паропроницаемый. И Aqua
Спергрунт. А вот он как раз таки вроде как паропроницаемый. Если вам доступен капарол, давайте разграничу. Если вам доступен капарол и у вас есть какой-то способ с ними общения, можете связаться с ними и переспросить. Aqua Spergrund, паропроницаемый. Эту вставочку я записываю после записи, собственно, основного материала. Капарол. Aqua Spergrund. Я говорил, что официальный дилер его не завозит. И мы тут подумали с Сашей, что реально, вот ты покупаешь такой продукт у неофициального дилера. Кому потом что-нибудь, какие-то претензии предъявлять, если это не будет работать? Я находил в интернет-магазинах. Сейчас он есть, Aqua Spergrund. Когда я искал, его не было. Но при покупке у официального дилера всегда можно надеяться на какой-то обратный отклик, если что-то пойдет не так. В случае, если купить это в каком-нибудь интернет-магазине и что-нибудь пойдет не так, вот что потом делать? Я не знаю, что потом делать. Если хотите, попробуйте поэкспериментировать. Ну, возьмите, где-нибудь мазните. Ну, потом расскажите, как оно было. Интересно все-таки. Может быть, я в будущем тоже с ним поэкспериментирую. С этим Aqua Spergrund. Дальше. Такой крупнейший производитель Кейн. У Кейн есть паропроницаемый грунт. Называется I&F грунт. Вот это вот N писать как-то. Вот так, наверное. Да. I&F. Не было там. I&F грунт. Кейн I&F грунт. Он паропроницаемый. И, собственно, то, на чем был остановлен выбор аллигатор, производитель, грунт Haft und Sperrgrund. Аллигатор Haft und Sperrgrund. Чуть не забыл, есть российского производства. Изолирующий грунт, продает его завод Декарт, завод гипсовой лепнины Декарт. Это грунт Олимп. Олимп Декарт. Почему? Почему не использовать его? Потому что стоимость, цена этого грунта, она в 10 раз ниже, чем у вот этих товарищей. И я не думаю, что в условиях живой конкуренции они накидывают 10, каких 10? Они накидывают 1000%. Я в это не верю. Поэтому, ну и вообще про Декарт я мог бы много чего сказать, и много чего могу сказать при личном общении кому-то, если вам это интересно. В общем, я им просто тупо не доверяю. Вы можете поступать как хотите. И в будущем, когда у нас будет возможность, я проведу сравнение все-таки, потому что я могу, естественно, ошибаться. То есть я когда-нибудь поэкспериментирую, будут еще потолки, будет, по-любому будет желтизна, и можно будет провести сравнение. Поэтому я его во внимание не беру, но он существует, да. Заявлен как паропроницаемый грунт. Ладно, хорошо. Выбор у меня и у собственников квартиры, которые обрабатывали потолки, стоял между Кейн и аллигатор. Разница этих двух изолирующих грунтов. Кейн, грунт Кейн, он прозрачный и он на растворителях. Аллигатор пигментированный, грунт краска. У него в основе вода. Минус, ну это может быть для Санкт-Петербурга, минус Кейн в том, что нужно по предзаказу с ними работать. То есть нужно сначала заказывать. Аллигатор, все было на складе на момент покупки. И еще такой, ну плюс-минус, не знаю как это назвать, используя грунт Кейн, потом нужно под краску использовать еще промежуточный грунт. Используем слой I&F грунт,
Потом дальше еще один грунт, я вам напишу в описании, как называется. И потом уже только краска. В случае с грунтом аллигатор Haft und Sperr грунт существует краска, которую можно наносить прямиком на него. И мы так будем делать. Эта краска называется Phoenix Matte. Матовая белая краска. По-моему, так. Но если не так я написал, то я напишу по-другому. Ну, в описании, к ролику, к видео. Phoenix Matte. Вот такая связка. Но даже без этой краски сам Haft und Sperr грунт может выступать финишным покрытием, может выступать краской, поскольку это пигментированный грунт, краска. Это такой вариант, скажем, веселый вариантец. То есть есть теоретическая и технологическая возможность обойтись только одним этим грунтом. Собственно, вот что мне удалось разузнать. Может быть, вы знаете еще какие-то изолирующие грунты. Напишите об этом обязательно в комментариях. Дайте знать, это классно будет мне знать об этом тоже, да? Вот такой список удалось составить. Работать будем, наша рабочая связка будет аллигатор, Haft und Sperr грунт и Phoenix Matte. Давайте посмотрим вблизи на этот грунт и попробуем его нанести. Вот такое вот ведерко аллигатор Haft und Sperr грунт. Я думаю, многих интересует вопрос цены, а цена здесь такая интересная, хорошая европейская цена. И аллигатор, и Кейн, производители, плюс-минус одинаково стоят подобные грунты, в районе 30 евро за литр. Вот такое вот удовольствие, да. Однако, если его использовать только его без краски, что в принципе может быть технологичным, но не в нашем случае с таким количеством лепнины, если он будет финишным, то в принципе цена уже не так сильно кусается. В общем, вот такая цена вот этого удовольствия. Давайте его продегустируем, посмотрим, что там у нас есть. О. Вот такой грунт краска. Он довольно густой. Если его мазнуть на руку, вот, он так липнет моментально. Очень липучий. Он уже залип. Вот здесь мы уже пробно наносили грунт, а вот здесь уже краска на этом же грунте. То есть по цвету они фактически не отличаются. Грунт такого же цвета, как и краска. То есть здесь два слоя. Мы сделали такой пробный выкрас, посмотреть, что получится. У нас вон так, как желто тут, черно вообще. А здесь я пробовал соскребать, как соскребается. Соскребается с трудом вместе с гипсом. То есть отделить этот грунт пленкой не выйдет. Он очень хорошо липучий такой. Адгезирует великолепно просто. Давайте посмотрим, как он наносится. Мы наносим на сухую обеспыленную поверхность. Но работать мы будем чуть-чуть по-другому. Сейчас поймете почему. Потому что он очень быстро прихватывается и скатывается. Схватывает сам себя. Здесь поверхность не обработана ничем. Сухая, обеспыленная поверхность. Вот попробуй здесь мазни где-нибудь. Ну, тут я бы сделала поправку, она на поверхности беспыленная, но микропыль, которую мы, возможно, даже не видим и не почувствуем, она присутствует. Тем не менее, попробуем. Нанесение. По ощущениям, она ведет себя как лак для ногтей, то есть очень быстро начинает подсыхать. То есть ее нужно нанести, и все, и она уже, если дальше возюкать ею самой по себе, она начинает, свой слой, она начинает, немножко обдирать. Вот сейчас я сделаю вот то, чего не надо делать. Ну вот она как бы срывает. Вот. Видите, да? Ею нужно довольно быстро и аккуратно работать. Вот видите, смотрите, то есть пока она еще мокрая, вот я ее пальцем, просто она как пленка. Ну вот, да, вот пока я еще могу ее сорвать, видите, пальцем. То есть она пока не приклеилась,
пока она туда не вклеилась, как-то еще ее сорвать можно, вот прям пленкой. Вот. И мы будем как действовать? Мы пройдем сначала тифингрунтом перед этой грунтовкой. Мы пройдем тифингрунт 50 на 50 с водой. Я советовался с технологом, технолог сказал, можно. Чтобы чуть-чуть уменьшить водопоглощение гипса. Гипсовая лепнина сухая, очень сухая, и она вытягивает моментально воду из этого материала. Чуть-чуть тифингрунт, как под покраску 50 на 50 с водой, должно облегчить нам работу или облегчить. Мысль пройти перед этой грунтовкой разбавленным тифигрунтом пришла мне, потому что когда я делала пробные выкраски, я поняла, что вот на себя так ведет. И зная, как обычно лепнина красится кисточкой, это довольно трудоемкий процесс и не быстрый. То есть вот такой кусок лепнины будет гораздо, реально в разы дольше краситься, нежели такой кусок плоскости. Вот. Поэтому, чтобы ее успевать прокрасить и уменьшить впитываемость гипса, мы и пройдемся предварительно тифингрунтом, чтобы убрать микропыль. Да, кстати, про впитываемость. Это грунт-краска. Одна из функций для стандартных материалов, для стандартных грунт-красок, это первая функция, это выравнивание впитывающей способности основания. А в нашем случае оснований выравнивание впитывающей способности. Потому что, например, в нашем случае у нас здесь старый гипс, здесь у нас новый гипс. Здесь у нас на потолке у нас здесь гипсовая шпаклевка, здесь полимерная шпаклевка. А на старом карнизе гипсовая накрывка. А еще у нас есть места, где выходит известковая штукатурка, собственно, на потолке. Может быть такое. То есть у нас какие-то полдесятка разных типов оснований. И этот грунт выравнивает впитывающую способность. Когда Саша наносила здесь краску на этот грунт, она просто размазывается идеально. Было такое? Было. Не грустите, она очень боится красить так много, не хочет. Очень много красить. Да. В следующем ролике, в ролике про покраску, мы расскажем, почему именно руками мы будем красить. А красить мы будем руками, весь объем, вручную, кистями и валиками. За мазохизм какой-то. Вот такие вот дела. Желайте нам успехов. Такие вот соображения по поводу изолирующего грунта. Вот так мы будем работать. Что, не хочешь так работать? Придется? Ой, придется. Ладно, друзья, всего доброго вам. До свидания. Лайки, дизлайки, комментарии там и в том же духе. Пока-пока. А сейчас бонус тем, кто смотрит видео до конца. Вот это место Саша неоднократно мыла хлоркой, но после нанесения шпаклевки, то есть произошло смачивание, и желтизна моментально вернулась. Не в таком объеме, но все-таки. Вот здесь есть подобный участок. Вот точечно где-то желтизна все равно вышла. Хотя здесь мыли неоднократно. Неоднократно мыли хлором. Вот, немного вышла желтизна. Было это по-другому, конечно. Вот так работает этот грунт. Только что мы видели, каким был желтым этот угол и каким он стал. В некоторых местах грунт не перекрыл желтизну. Видите пятнышки? Вот справа в углу. Вот эти пятна, это и есть та желтизна. Вот этот угол, злосчастный угол, где очень много желтизны. Вот он, этот карниз. Здесь уже есть один слой изолирующего грунта, но все равно кое-где желтизна проявилась. Это не одно такое место, такие места есть. Вот сейчас второй раз Саша нанесет,
Посмотрим, если надо будет, еще и третий раз нанесем, но в конце концов мы их перекроем. Оно как будто бы перекрывает за раз, но когда подсыхает грунт, чуть-чуть может еще пробить кое-где. Вот сейчас вообще незаметно. Все светленькое, чистенькое. И опять этот угол. Надеюсь, вам видно. Вот пятно. После второго раза. Вот здесь пятно еще. Здесь. То есть желтизна потихоньку выходит. Но все равно под эту краску недостаточно будет. Вот так. Надо еще перекрывать. Я связываю вообще вот этот выход желтого именно с толщиной слоя. Валик дает очень маленькую толщину слоя. Если бы кистью, то мы бы перекрыли. Скорее всего, может быть, даже за раз. Ну, за два раза. Валик все-таки экономно распределяет, и поэтому не перекрыть за раз. Ну, вот как бы вроде бы перекрыл, да? Ну вот, как бы все опять беленькое, но при высыхании, я думаю, уже достаточно вот этого всего, потому что краска все-таки чего-то там перекроет. 3 тонких слоя нанесли, и вот как будто бы вот так теперь закатал. Будь на месте вот этого шпрейгрунта обычная водоэмульсионная краска, мы бы хоть 100 слоев положили бы. Он работает не идеально, как хотелось бы, типа слой нанес и все, и избавился навсегда. Нет, он работает, но есть места, где вот эти выходы желтого, а вот где-то еще вот здесь, где эти выходы сильные, и вот нужно несколько раз перекрывать. То есть вот, все им покрыто за раз. Угол был желтый, сейчас чуть-чуть где-то может желтизна осталась, но краска это перекроет. Уже мы красим, краска перекрывает вот такую вот однородную, как бы, общую желтизну гипса. Значит, валиком исправлял с помощью валика, да, вот эту желтизну убирал. Сейчас вот угол, он покрыт только шпрейгрунтом. Видите, по центру между ленточек, я вам сейчас выше подниму, там чуть-чуть проступила желтизна. Это старый угол. Здесь один слой шпрейгрунта. Вот, между ленточек, строго по центру. Видите, желтый, чуть-чуть там. Чуть-чуть желтенькое. По центру, строго по центру. Угу. Вот этот угол справа. А теперь смотрите, какой угол слева. Как они отличаются по цвету. Угу. Угу. Почему? Потому что это угол новый. Слой шпрейгрунта ложился здесь минимальной кистью. Гипс новый, плотный. Здесь гипс пористый. Он старый, 100-летний, поэтому слой получался немного больше при нанесении. Сейчас я буду его красить. Я покрашу его, буду красить только лепнину, без карниза, без потолка, и посмотрим, как он изменится. Напоминание. Грунт, изолирующий грунт Haft und Sperrgrund Alligator. Краска Alligator Phonix Matte. Вот, слева не крашеный, справа не крашеный. И по центру чуть-чуть желтизна. Сейчас покрашу. Вот, покрасил. Угу. Есть желтизна? Нет желтизны. Теперь он такой, светленький. Более прилизанный, более приглаженный. Сейчас с другого ракурса. Слева не крашеный, справа покрашенный. А теперь то, как было. Вот, слева не крашеный, справа не крашеный. Еще раз. Слева не крашеный, справа покрашенный. Теперь в сравнении с таким же углом старым, справа старый не крашеный, слева вот этот крашеный. Не знаю, как вам, но мне отсюда разница очевидна. Краска эта странная, краска эта сложная довольно-таки в работе. Phonix Matte, потому что она такого же цвета. То есть реально не видно. А в жестком свете, в жестком, если поставить жесткий свет, вообще ничего не понятно.
Краска эта напоминает собой такую высокотехнологичную побелку, и приходится работать просто на визуальном определении толщины слоя. В целом, по изолирующему грунту Хафт, он шпергрунт, краска Phoenix Matte, я доволен, реально доволен. Вот прошло время, некоторые, да, и вот здесь вот эта желтизна, которая была на карнизе, ее нет. То есть после третьего раза тоненьким слоем, валиком, удалось ее убрать. Любая водоэмульсионная краска проявила бы. Угол был желтый, то же самое, никакой желтизны видимой сейчас нет. То есть это работает. Этот ролик никоим образом не является рекламой продукта. Было бы хорошо, если бы он являлся рекламой, но нет, это не реклама. Перед нами стояла задача защитить, и она, в принципе, выполняется. Эти материалы эту задачу выполняют в данный момент. Если вы знаете какие-то подобные материалы, дайте знать, я буду признателен. В следующем ролике уже будем красить и более предметно посмотрим, как работает грунт и как работает эта краска на этом грунте, как бы вблизи. На этом пока, всего доброго, до свидания.